The Legend of Zelda The Minish Cap – интересное приключение в мире Zelda для Game Boy Advance. Красиво, но так ли она уникальна в игровом мире? Одна из самых интересных особенностей этой игры заключается в том, что на самом деле она была разработана людьми из Capcom. Nintendo были настолько довольны работой, которую те проделали над Oracle of Ages and Seasons, что позволили им также работать над версией Зельды для Game Boy Advance. В наше время поиграть в Зельду для Game Boy можно как на ПК, воспользовавшись эмулятором, проверял, установив RetroArch на Mac, либо на эмуляторах для консолей, как в моем случае для Vita. Но также существует огромное количество китайских консолей на AliExpress. Отмечу из многих, как по мне, выделяется приставка Miu Mini 2 версия. Обязательно обзаведусь этим маленьким монстром. Итак, перейдем к игре. История не станет откровением для любителей серии игр про Зельду, и если вы уже играли раньше, то вероятно знаете, чего ожидать. Хайрул, фэнтезийное королевство, в котором происходит действие большинства игр The Legend of Zelda, находится в периоде мира, но злой тиран по имени Ваати захватил власть и превратил принцессу Зельду в камень. Только наш герой по имени Линк и помощь его шапки, которая теперь жива и названа Эзла, может спасти принцессу и вернуть мир в Хайруле. Что мне действительно нравится в этой истории, так это то, что не только Линк управляет событиями, но и Эзла. Чтобы остановить Ваати, вам нужно собрать 4 священных элемента – землю, воду, огонь и ветер – и наполнить их сущностью древний сломанный клинок. Поиски этих 4 элементов дают толчок к погружению в глубины 4 древних храмов, каждый из которых представляет собой массивное сложное подземелье в классическом стиле Зельда. Несколько этажей, уникальный предмет на каждом, босс в конце. Все довольно стандартно. Есть пара заковыристых подземелий, чтобы разнообразить геймплей, и все 6 битком набиты дьявольскими головоломками и страшными врагами, многие из которых взяты из предыдущих игр серии. Почти все подземелья вы пройдете, затратив минимум усилий. Если вы раньше играли в игры Зельда, вы, как правило, знаете, как решать головоломки. Фишка The Legend of Zelda The Minish Cap заключается в том, что благодаря Эзла Линк теперь может уменьшаться до крошечных размеров. Линк становится размером с Минишей, небольшую расу существ, живущих в Хайруле. Достигнув этого размера, Линк может использовать порталы, чтобы попасть в свой мир, а также решать некоторые головоломки. Есть много головоломок, которые заставят вас расти и уменьшаться для того, чтобы преодолеть определенное препятствие. Во время путешествия по миру мы будем находить специальные артефакты – камни удачи, представляющие собой фрагменты медальона, которые можно попытаться соединить с любым игровым персонажем, обладающим подобным фрагментом. В случае успешного соединения Линк получает награду, тип которой зависит от вида камня. Есть еще одна интересная новая механика, которая позволяет создавать идентичные копии Линка, используя светящиеся плитки на полу. Эти копии будут атаковать, когда вы атакуете, и сохранят свою форму в зависимости от того, на каких плитках вы их активировали. Наконец, вы получите кучу дополнительных способностей боя на мечах, если найдете подходящих тренеров, которые научат вас, как выполнять нисходящий укол, перекатывающий удар, вращательную атаку и так далее. Если бы The Minish Cap состояла только из 6 основных подземелий, это была бы действительно самая короткая Зельда. К счастью, между подземельями есть масса вещей, некоторые из которых обязательны, а некоторые не обязательны. Время от времени вы будете выполнять небольшие квесты, чтобы продвигаться по основной сюжетной линии. Например, вернуть несколько потерянных библиотечных книг, чтобы поговорить со старейшиной Миниши, которая поселилась на библиотечной полке, или посетить ведьму на болоте, чтобы мы могли приобрести новые туфли. Касательно звукового сопровождения и визуальных эффектов. Если вы являетесь поклонником, то не останетесь равнодушными к ностальгическим звукам и великолепной смеси классической музыки, взятой из игр Зельда вплоть до оригинала NES, и новых песен, идеально вписывающихся в атмосферу игры. Конечно, в 2022 году странно рекомендовать подобные игры к прохождению кому-то, кто не является фанатом консолей, в том числе и консольных и ретро-игр. А оценить шарм этой игры, наверное, смогут только фанаты серии
Но я остался доволен приятным времяпрепровождением в компании Линка, Эзла и всего игрового мира Хайрула.